Несколько месяцев назад бывшая канцлер Германии Ангела Меркель неосторожно выразила восхищение белорусскими женщинами и их мужеством в борьбе. Лукашенко, конечно, смертельно обиделся и обвинил Ангелу Меркель в, сюрприз, организации террористических актов на территории Беларуси. Короче, типичная обиженка-диктатор – одна штука. В нашей жизни очень много горя и потерь. И у нас очень часто не хватает времени подумать о том, что может сделать нашу жизнь светлее и радостнее. С зоозащитницей Ольгой Майоровой я познакомилась много лет назад. Женщина с пламенным и чутким сердцем, которого хватало не только на борьбу за права человека, но и на борьбу за права животных, бездомных животных, самых обиженных, самых забытых, с тяжелой судьбой, переживших предательство людей, а иногда и самые настоящие пытки и издевательства. Именно Ольга была тем самым мотором зоозащитного движения, которое начало требовать изменения отношения к бездомным животным. Вместе с нами, с нашим домом, Ольга и ее друзья начали кампанию. Аж в далеком 2018 году она называлась «Ты и я в одном доме». И она была посвящена проблемам бездомных животных в Беларуси. Цели, которые мы все ставили перед собой, начиная с самых глобальных, это принятие закона о защите животных с учетом мнения зоозащитников и стандартов гуманного общества, присоединение Беларуси к европейским конвенциям по защите животных, изменение статуса животного как чьего-то имущества. Активисты начали создание петиции, посвященной защите бездомных животных от насилия. За эти несколько лет кампании наш дом написал о множестве случаев жестокого обращения с братьями нашими меньшими, о борьбе зоозащитников за права животных и о том, как государство относится к зооволонтерам. В Пинске наш дом участвовал в акции по пристройству бездомных животных. В Орше активисты нашего дома освещали суд над зоозащитницей, которая вела прямую трансляцию с автобазы, где животные находятся в неподобающих, ужасных условиях. В 2019 году зоозащитницы компании «Ты и я в одном доме» участвовали во встрече с представителями фонда Бриджит Бардо. Также нашим зоозащитницам удалось получить план изменений в проект постановления Совмина об утверждении правил содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь. И вы знаете, Ольга Майорова, она всегда повторяла, что садизм в отношении людей начинается с садизма в отношении животных. И она права. Различные исследования подтверждают, что садизм в отношении людей начинается с садизма в отношении животных. Например, ряд исследователей утверждает, что 36% серийных убийц на сексуальной почве истязали животных в детстве, а 46% из них истязали животных в подростковом возрасте. Знаете, я уверена, что агрофюрер в детстве издевался над бездомными котами и мучил бездомных собак, а затем переключился на людей. Последние 27 лет Александр Лукашенко издевается над всей страной и над жителями Беларуси. Сегодня защищать бездомных животных стало некому. Сегодня уже нужно защищать людей. 4 января 2021 года Ольга Майорова задержана по абсурдному обвинению и до сих пор находится в заключении. Зоозащитницы предъявляют обвинения по статье «Сюрприз. Терроризм». Мы знаем, что Ольгу бросали в карцер. Мы знаем, что ее пытают. Да, мы живем в такой безумной стране, где теперь кормить бездомных кошек и собак – это терроризм. В нашей стране требовать какого бы то ни было гуманизма даже в отношении бездомных животных и требовать наказания за издевательство над животными – это, к сожалению, тоже терроризм. Бороться всеми силами за то, чтобы в Беларуси было больше доброты и тепла, и не только к людям – и это тоже уже терроризм. А вот это Наталья Матвеева, тоже зоозащитница. Она тоже в тюрьме по абсурдному обвинению и тоже под серьезными пытками. И ее тоже обвиняют в терроризме. Наталья, в том числе,
вывозила бездомных котов и собак из диктатуры и находила им семью и новых хозяев. Спасала как могла, обогревала обездоленных и возвращала животным веру людей. В белорусскую нацию, которая думает не только о себе. Я вижу, с каким мужеством эти женщины выходят на улицы в борьбе за свободу и против коррупции. Могу сказать только одно: я поражена. Это и правда впечатляет. Несколько месяцев назад бывшая канцлер Германии Ангела Меркель неосторожно выразила восхищение белорусскими женщинами и их мужеством в борьбе, за что, конечно, сразу же поплатилась. В Беларуси же можно восхищаться только одним усатым пенсионером. И он, кстати, совсем себе не фрау. Любое восхищение другим человеком, ну а тем более женщинами, вызывает у Александра Лукашенко приступ ярости и неконтролируемой агрессии, да и просто поток бреда. Немного о себе. Общая мозговая и физическая недостаточность, раздвоение личности, постоянный бред, эротомания. Идите, девочки. Но при этом бургомистр вольного города, избираюсь 17 раз подряд, пожизненно. Лукашенко, конечно, смертельно обиделся и обвинил Ангелу Меркель в, сюрприз, организации террористических актов на территории Беларуси. Брызгал слюной и угрожал немецкой женщине какими-то нелепыми разборками и выдвигал какие-то совсем не менее нелепые претензии. Короче, типичная обиженка-диктатор. Одна штука. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны. Но после сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже предъявим не какому-то хайка-массу, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-какому руководству Германии. Но не только зоозащитница мешает жить Александру Лукашенко своими напоминаниями про гуманизм и требованиями прекратить насилие не только над людьми, но и над животными. Не только Ангела Меркель портит ему настроение своими высказываниями. В поле зрения силовиков попали белорусские птицы и те, кто их защищает. 31 августа 2021 года силовики пришли с обыском на офис общественной организации «Ахова Птушек Батьківщини». Цель данной организации, внимание, следим за руками, способствовать сохранению разнообразия видов и экосистем в Беларуси. Глава организации Александр Винчевский рассказал, что силовики забрали копии всех документов, а технику, что странно, не тронули. По словам Винчевского, было вообще непонятно, в рамках какого дела проводился этот самый обыск. Понятно. Что понятно? Мне лично ничего не понятно. Хотя чего тут непонятного? Как вы понимаете, белорусские птицы уж точно как минимум экстремисты и никак не меньше. Организация защиты белорусских птиц, очевидно же, организация вредная и экстремистская. Распространяют вредные идеи. Ну, например, что из белорусского концлагеря можно улететь даже в Евросоюз. А какой уважающий себя диктатор будет терпеть такое вольнодумство? Если каждый начнет перемещаться куда хочет, то кем же будет править Лукашенко? И если открыть границы, то слиняют даже и батьки. И даже им любить Беларусь удобнее из более приспособленных стран. А в Беларуси же еще так много свободных мест в тюрьмах. Ну и что, Лукашенко зря, что ли, новые тюрьмы строит? И что это за подозрительные цели? Способствовать сохранению разнообразия видов и экосистем. Знаем мы эти ваши заморские штучки о свободе и выборе. Никакого разнообразия в Беларуси быть не должно. Не слушайте ее. Ваша мать я, а она лиса. Нет, лиса это ты. Нет, ты. По-моему, это наша мама. А по-моему, они одинаковые. Все одинаковые должны быть. Понапридумывают всяких тут непонятных, понимаешь ли, слов. Экосистемы, разнообразие. А бывает и хуже. Гендерное равенство и феминизм. Сплошное вредительство, тлетворное влияние Запада. Короче, полная антисоветчина. И важный вопрос. От кого это они белорусских птиц защищать собрались? На кого это они намекают? Что птицы? Свистят. Один попугай соглашается. Ты ему видел? Он говорит, видел. Ты ему Ланцелот? Он говорит, Ланцелот. Ты ему где? А он... А тем временем из Беларуси пытаются спасти всех, кого можно.
Совсем недавно у Лукашенко появился белый шпиц. Неясно, у кого усатый таракан отжал бедную собаку. А как мы знаем, своего Лукашенко не имеет, он умеет только отбирать чужое. Но собака, при всей ее добродушности, решила поддержать белорусский протест. И отказалась пить вместе с белорусским диктатором на крещение. Стало понятно, что и шпиц у Лукашенко тоже не приживется, и ему тоже нужно бежать из страны как можно скорее. И вот, 2 сентября 2021 года стало известно о том, что 4 маленьких шпица нелегально пытались покинуть Беларусь в багажнике машины. Ну уж не знаю, этот ли шпиц пытался сбежать с детками или какой-то другой, но побег, к сожалению, не удался. Собак вернули в Беларусь. Пикантная ситуация заключается в том, что собак вывозил, тадам, гражданин Германии. Теперь у Лукашенко будет еще одна причина не взлюбить немецкую нацию. Мало того, что Ангела Меркель восхищается не им лично и вообще промышляет терактами в Беларуси, появившиеся у нее в свободное время, так еще и немцы собак тайком вывозят. Причем, как назло, именно той самой президентской породы. Покусились, так сказать, на святое. Империалисты чертовы. А если вспомнить, что федеральный прокурор Германии что-то там себе думает и решает, признать ли или нет Лукашенко тем самым террористом, но вдруг возьмет и признает. Слушайте, вы же развяжете Третью мировую войну. Вы что, к этому толкаете нас? У Натальи осталось 5 котов, которых она подобрала на улице и выхаживала. У Ольги осталась собачка, которая очень ждет ее дома. Они остались без хозяек и очень скучают. Они не понимают, что случилось, им не объяснить про диктатуру и обезумевших от белорусской крови силовиков. Они просто ждут. Все белорусские бездомные животные очень ждут своих зоозащитниц на свободе. Любить свою страну – не преступление. Спасать людей – не преступление. Защищать животных от насилия – не преступление. Гуманизм не только к людям, но и к животным тоже не преступление. Мы требуем прекратить манипуляции статьей «терроризм» в отношении зоозащитниц, которые не имеют к терроризму никакого отношения. И всех немедленно выпустить. Ольга Майорова невиновна. Наталья Матвеева невиновна. Зоозащита не терроризм. Свободу белорусским зоозащитницам. Когда вы ставите лайки под этим видео и пишите свои комментарии не менее 7 слов, вы рекомендуете это видео для просмотра другим зрителям. Спасибо вам за это.